Привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club. Я преподаватель русского языка, и на своем канале я как раз и учу вас русскому языку. Но видео не всегда отлично помогают вам в изучении русского языка. Дополнительно к видео я создаю курсы для изучения конкретных грамматических тем или для улучшения лексики. И в этом видео я хочу рассказать и показать вам свой курс Verbs of Motion, глаголы движения. Этот курс состоит из двух частей: Step 1 и Step 2. К этому курсу я создала две тетради, и во время обучения на этом курсе эти тетради вы тоже получаете. Вы можете приобрести только один курс, это Step 1. В этом курсе вы изучите базовые глаголы движения: идти, ходить, ехать, ездить, лететь, летать, бежать, бегать, плыть, плавать, нести, носить, вести, водить, везти, возить. Это будет базовый курс, и в этом курсе есть все эти глаголы. Интересно, что каждый урок посвящен отдельному глаголу. Дополнительно я даю информацию по идиоматическим выражениям с этими глаголами. Например, глагол «идти» в русском языке является самым многозначным словом. У него более 40 значений. И это основные значения и, конечно, дополнительные, или мы еще говорим переносные значения. И в курсе вы познакомитесь и с основными, и с переносными значениями. То есть вы поймете, когда и как правильно говорить идти или ходить, ехать или ездить, нести или носить и так далее. А также вы узнаете, в каких еще ситуациях мы можем использовать глагол идти, нести, ехать, лететь, плыть и так далее. Например, про облака мы всегда говорим: облака плывут, не летят, а облака плывут. Или вы можете сказать плавать на экзамене. Знаете ли вы, что обозначает плавать на экзамене? Вся эта информация есть в первой части курса Verbs of Motion, Step 1. Во второй части курса вы узнаете о префиксах с глаголами движения. Мы разберем каждый префикс: префикс при, у, в, вы, по и так далее. Вы узнаете, когда и как правильно говорить эти префиксы, какие между префиксами различия, потому что часто вы можете путать префикс при и префикс в. Приехать, въехать. Префикс при и префикс под. Подойти, прийти. Но между ними есть различия. Не зря они существуют в русском языке, в русской грамматике. И все это есть в курсе Verbs of Motion Step 2. Дополнительно к основным значениям также вы получите информацию и о переносных дополнительных значениях глаголов с префиксами. Например, префикс про. У него есть дополнительные значения у слова проходить, пробежать, пролететь, проносить и так далее. И все эти значения есть в курсе. Курс вы проходите самостоятельно, в удобное для вас время и в удобном для вас ритме. Изначально я планировала этот курс дней на 15, но вы можете делать это и дольше, или сделать и намного быстрее. Курс проходит на интерактивной платформе. На этой платформе вам будет очень удобно и комфортно. Дополнительно к курсу вы можете создавать свой словарь новых слов, новых выражений, и после выполнения заданий по курсу вы можете тренировать все выражения, слова, которые вы добавили в свой личный
словарик. Таким образом, обучение проходит еще эффективнее. Важная деталь. После каждого шага Step 1 и Step 2 у нас с вами будет онлайн-встреча, такой онлайн-урок, где мы обсудим весь материал, который вы прошли, выполним несколько заданий, чтобы я посмотрела, как хорошо вы усвоили грамматику, и вы сможете задать мне свои вопросы. Онлайн-уроки входят в курс Verbs of Motion. Если вы берете только первую часть курса Step 1, тогда у нас с вами будет только один урок в конце Step 1. Если вы приобретаете и Step 1, и Step 2, тогда у нас с вами будет 2 онлайн-урока после Step 1 и после Step 2. И самый главный бонус. Дополнительно к курсу вы получаете материалы, которые остаются у вас. Эти материалы останутся у вас всегда под рукой. Вы можете их распечатать, как я, можете сохранить их на компьютере, и вы постоянно будете иметь к ним доступ. Кстати, доступ к курсу у вас тоже постоянный. Если вдруг я добавлю какие-то дополнительные материалы, то они у вас тоже появятся. Я создавала курс Verbs of Motion, потому что я понимаю, насколько трудная эта тема. Я понимаю, как часто русские говорят глаголы движения в обычной жизни, и поэтому я точно знаю, что эти слова вам нужно знать, нужно понимать, как правильно и когда правильно их говорить, поэтому вся информация есть в этом курсе. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите в комментариях. В комментариях под видео также будет ссылка, если вы хотите ознакомиться с программой курса. А сегодня все. Пока-пока. До скорой встречи. И учите русский язык вместе с RuLang Club. Пока-пока.